История о том, как пацаны шли к успеху, а в итоге... Не получилось, не фартануло. Нет, не эти пацаны. В свое время имела заоблачные рейтинги и заметно повысила количество четких на районе. Но можно было не переживать и с 8 до 9 ходить по переулкам спокойно, ведь они смотрели «Бригаду». Да и, наверное, все смотрели. Взяв многое от криминальных фильмов Голливуда, создатели умело передали атмосферу 90-х, а также собрали хороших и не запачканных на тот момент убогим кино актеров. Причем актеров много, и все они наши, родные. С тех мест, где березки шумят. Среди русских сериалов до выхода ликвидации «Бригада», наверное, вообще был лучшим. ТВ еще не погрязло в мыльном дерьме, и деньги на каждую серию выделяли добротные, поэтому по качеству сериал даже сейчас обходит многие российские фильмы. Делали умелые люди и делали хорошо, поэтому и сериал получился популярный. Популярный настолько, что Безруков до сих пор не может отбиться от образа криминального авторитета. Ни Есениным, ни Пушкиным, ни Майклом Майерсом, ни даже сыном Бога. Смотри, Саша Белый распят. Из 2002 года я задался вопросом: столь популярный сериал, почему бы не снять продолжение и не пустить его в кино, чтобы заработать еще денег? И вот спустя 10 лет до них дошло, и они явили стране сиквел. Держаться, сержант Белов. «Бригада 2. Наследник» начинается в теплых краях, где к своей беременной женушке едет Саша Белый, похожий на Эльдара Чеченова и одновременно на плохой спецэффект. Теперь и Безруков сыграл Безрукова. Проклятие Безрукова добралось до хозяина. Все вроде бы хорошо, но вдруг начинает играть тревожная музыка отечественного Ханса Циммера. Знай наших. Ламборджини, как бы главного героя сериала, начинают обстреливать. При этом вот что странно, бюджет фильма $6,5 миллионов. И я задаюсь вопросом, зачем было использовать технологию комбинированной съемки? Сейчас же не эпоха немого кино. А если это хромакей, то почему на зеленку вывели осень? На улице, блять, лето! Осознав, что пуля Калашникова не пробивает стекло машины, брат-террорист Киржакова берет РПГ-26 с пробиваемостью 220 мм. И после 2 попыток ракета немножко гнет кузов. Ну так, совсем чуток. Противотанковая же ракета. Никто не говорил, что она против автомобилей. Саша Белый, словно NPC в плохом шутере, упирается в преграду и двигается только вперед в ожидании патча. А террористы расстреливают его автомобили с противотанковых гранатометов, дабы появился эффект огня. Ну, чтобы показать зрителю на своем примере, чего можно добиться в 3D-моделировании, посмотрев 3 урока на ютубе, записанные на шипящий микрофон школьником, который ослеп на один глаз и не имеет рук и мозга. Осознав, что и противотанковая ракета не способна взорвать Белмобиль, террористы используют взрывчатку. И несмотря на то, что одну мину установили на дверь, при детонации машина не взрывается. Нет, она взлетает и падает с горы в эффекте прилагательного, которое стоит перед словом «развитие» в диагнозе создателей этого фильма. Ну а дверь, на которой была взрывчатка, немножко поцарапалась. Отпрыски Белого успевают скрыться, и включается закадровый голос с описанием переживаний, от количества которого в фильме порой кажется, что главный герой девочка 13 лет. Мы перестали говорить по-русски, меняли адреса, города, пока не убедились, что шлейф той истории не тянется за нами. Но все всегда возвращается. Когда создатели хотят еще денег. Сын Саши Белого подрос. Теперь у него появилось не только имя Иван, но и друзья. Правда, в отличие от друзей его отца, он своих почти не знает. Но они друзья. И, конечно, они хотят делать бабки. Ведь они... Бригада. В «Бригаде 2.0» состоят Иван, его играет сын Макаревича и Стивена Сигала эпохи Ника. Фил, его играет сын Нагиева. Сидни, его играет сын Тарзана. А также Келли, ее играет дочь Петросяна. Вообще-то я думаю, что нет смысла обсуждать с вами детали операции. Вы ведь все равно пойдете в расход.
Келли — невеста Сидни и главный аналитик на Уолл-стрит. На эту должность она нас считала. Фил — сын сенатора штата. Именно поэтому, по мнению создателей, он хочет делать бабки. Ну а Сидни в итоге окажется предателем, но его убьют раньше, чем это кому-либо станет интересным. Если вы думали, что не зрителям, то хотя бы персонажам интересно происходящее, то вы ошиблись! Потенциальные трупы хотят подменить курьера с Уолл-стрит, дабы узнать, что же ему говорят в машине. Зачем? Да и какая разница, ведь в предложении есть слова Уолл-стрит, а значит будут бабки. Пацаны уверены в успехе, ведь они провели отличную подготовительную работу, ни разу не вызвав подозрения. Курьер, как оказалось, был слепым. Так как завтра важный день, ребята идут в клуб и бухают перед аферой. Мы становились настоящей командой, так же когда-то было и у моего отца. А пока друзья веселились, я сидел и отсчитывал в своей голове каждую минуту до наступления начала нашей операции. Но одного я предвидеть не мог. Как это часто бывает в барах, когда ты просчитываешь операцию, к тебе пристает хорошенькая бабенка. Иван лаконично отвечает ей, что, дескать, бабы на одну ночь не интересуют. Не для нее он растил свой цветок. И вообще он сережки носит. Баба обижается, но он шутит пару шуток и говорит, что Ваньке нужна ласка. Всем она нужна порой. Так как бабу охраняют, Иван просит Фила отвлечь дылду. И честно, охраннику деньги платят не зря. Слушай, я съем одну твою сушу, нормально? Да, блин. Ну-ка положи. Что ты делаешь? Пиздец, козел. Что ты трогаешь? Здрасте. О, смотри, мелочь упала. Ух ты. Давай. Давай, садись в машину. Поехали. Так как Иван глухой по сюжету фильма, он не заметил, что баба изучала английский по программе Невского. У меня могут быть проблемы. Ее зовут Лера, и она русская. Как и все в Нью-Йорке. Ну и опять же, как это часто бывает, знакомство, которое начинается с подозрения в шмароповедении, превращается в любовь на всю жизнь и с первого взгляда. Поэтому влюбленные гуляют под дешевую попсу всю ночь, и лишь за 10 минут до время Че Иван понимает, что забыл про аферу. Ебать, колотить. Смотрите в правильном переводе Гоблина. Мудила. Слушай, ты придурок. Я не для этого 10 лет пахал на биржу, чтобы какой-то тинейджер с гормонами за один день мне все испортил. Блин, почему ты ему с утра не позвонил? Ты же главный, почему ты не контролировал ситуацию? И зачем ты их вечером в клуб повел? Ты торт для бедных. Мы вместе в это ввязались. Значит, выпутываться надо вместе. Согласен. Что случилось? The Great School to Learn Great Britain Language of the Alexandrus Nevsky. И почему ты опять говоришь по-русски? Зачем ты обидел Алекса? Talking right every day. Kick people to the face who laughing about your pronunciation. And call them motherfuckers. Мам, все хорошо. Я отвечаю за свои слова и поступки. Девять, увидимся. Как же ты сейчас похож на своего отца? Хватит меня контролировать. Неужто за концепцию фильма взяли школьника, который пытается доказать тем, что он самостоятелен? Я уже взрослый и сам буду решать свои дела. Чтобы решить свои дела, Иван открывает мамин сейф и находит там документы собственности на землю на Рублевке. И вдруг решает выручить своего малознакомого друга Сидни, а заодно и сделать бабки. Да, и это сын Саши Белого. Сита, а где Келли? Она в ярости. Мы даже подрались. Подрались? Ты встречаешься не с Джиной Корана. Не надо оправдывать избиение девушки тем, что, дескать, вы на равных были. Говори прямо. Сита, а где Келли? Да уебала чуткая. Так как Сидни задолжал кому-то за что-то $40 миллионов, и это цитата из сценария, бригада решает лететь в Москву и продать землю Саши Белого. Пока Сидни пердолит свою избитую подружку, Фил с Иваном шатаются по Рублевке, разыскивая Леру. И параллельно зачем-то угрожают жильцам домов документами на землю. Не хотите по-хорошему, давайте по-плохому.
Вы здесь построились незаконно, это во-первых. И мы с вами будем разговаривать только с адвокатами. Вам ясно? Не успев убедить через домофон людей выселиться, приезжает полиция и забирает партнеров в участок. В полиции видны последствия реформы. Вам цивилизованно засчитывают права, главный коп не брит, усирован, американизирован, берет не деньги, а кэш, говорит во время поедания сэндвича. Записывайте. А если и насилуют в отделении шампанским, то, несомненно, бутылочкой Кристал. Тем временем на сделку по продаже земли Рублевки приходит хозяин мотыги судьбы. Он стал киллером и подчиняется Золотухину. Золотухин хорошо знал Сашу Белого и в настоящий момент один из крутых криминальных авторитетов, о котором по странной случайности в сериале и слова не сказали. Приходит киллер в гости ради того, чтобы застрелить Синди, искупать Келли и забрать документы. Документы оказываются на землю отца Леры, который при этом работник ФСБ, ужинающий со знаменитым актером Митрофановым. И велел КГБ не хочет отдавать землю на Рублевке. Поэтому он набирает в казематы и открывает охоту на Белова. Ну, не на того крутого, а на сына Макаревича. Мама сына Саши Белова понимает, что ее сын малолетний долбоеб, поэтому она вызванивает исполнительному продюсеру сериала и фильма, который живет в Москве и испокон веков охраняет семью Беловых, потому что отдал собаку во второй серии «Бригады», и просит помочь. Щербаков! А это Иншаков, и он, в общем, он баб бьет, в реальной жизни криминалил, каскадерил, и самое худшее, он косвенно связан с выпуском фильма «Лопухи» и его сиквела. Это не шутка, сиквел фильма «Лопухи». Кинокомпания «Каскад» делает. Вроде заявлен. На Википедии прочел. Лера не в курсе того, что из-за двух обоюдно любимых друг другом дружков она почти бездомная. Поэтому спокойно заезжает в ментовку и везет ребят кататься. Блин, нафига мы сюда приехали? Я никогда не поверю, что это родина Фетиса. Бандиты и жулье одно. Да ты сам кто? Аферами всякими занимаешься. Это как если бы Гитлер сказал: «Зачем я сюда приехал? Я никогда не поверю, что это родина Тиля Швайгера. Вегетарианцы и нацисты одни». Я к тебе приехал. Я вляпался и приехал продать часть своего наследства. Внезапно выясняется, что Лера — наследство Ивана. В дальнейшем мы поймем, как он будет им распоряжаться, ну а пока Белый заходит в квартиру и видит раскиданных баб. И по выражению его лица мы понимаем, что это достойная замена героя из сериала. Иван, это я. Узнал? Пошли отсюда. Продюсер сажает Ваньку в машину и дает ему новые штанишки, попутно пытаясь скрыться, предполагая, что за ним гонится убийца, на красном мини-купере. Помните, как Леон вместе с Хитманом ездили на таком? Я знаю, кто был мой отец. Я знаю, что из-за него преследуют все время. Преследуют тебя, и потому что ты идиот. Ломился в дома к людям и приказывал отдать тебе землю. Если я виноват, то я и буду отвечать. Сам. Значит, тебе моя помощь не нужна? Нет. Иван, как настоящий мужчина, хлопает дверью и уходит. Точнее, как девочка. Но увидев вдали какие-то фигуры, он возвращается в машину, заметно снизив уровень своего ЧСВ. И практически на коленях просит продюсера отвезти себя на дачу, дабы плохие дяди не сделали ему бобо. Естественно, Потлатик звонит Лере и говорит, где находится. Повторяю, малолетний дебил говорит ей название поселка, просит ее не приезжать и бросает трубку. А Лера каким-то невероятным образом находит что-то через мейл. Если быть точным, инфу про Сашу Белого с кадрами из сериала, а также территориальное местонахождение поселка. Так как охраннику деньги платят не зря, Лера легко сбегает из дома. Дай бог, такое даже себе представить не могу. Под утро на огромной территории поселка Лера, судя по всему, по запаху страха, находит дом главного героя. Я знаю, что наши отцы были заклятыми врагами. Шекспир,
умер от стыда, узнав, что в будущем его фамилию промолвят в таком фильме. И какие заклятые враги! В сериале ФСБшника играл еще перспективный на тот момент актер Кравченко. Прежде чем делать продолжение, нужно посмотреть оригинал. Тем временем мамаша Нытика, дабы спасти свое подъюбочное чадо, самолично приезжает к киллеру. Дескать, она может подписать все бумаги на землю Рублевки, а сын нет. Но киллер знал, что Ивану 18 лет. Поэтому он набирает малолетней тряпки и говорит, что его мать в заложниках. Договаривается о встрече, чтобы Капитошка поставил подпись. И умоляет его не плакать, дабы при подписи не размочить документы. Девочка менструального периода бросает все и мчится к месту встречи, где как идиот, то есть как обычно, доверяет бандитам и подписывает документы. Наивно полагая, что его маму, которую зачем-то затащили на крышу стадиона Олимпийский, отпустят. Но от смерти моросящего человека спасают все упоминаемые герои в фильме, которые приезжают на стадион одновременно. Вот это повезло! Киллер от того, что долго не стрелял, психует и убивает своего хозяина. В ходе перестрелки, которая выглядит так, словно ее снимал Джон Ву из параллельной вселенной, где он бездарь, выживают все хорошие и один плохой, который бежит для каких-то понятных лишь сценаристу под тройной дозой валькирина, заправленного водкой и крэком через свечу в организм целей, на крышу стадиона к матери Нытика. Размазня же вдруг чувствует себя мужчиной и не хочет, чтобы автор этого обзора называл его плаксивой девчонкой. Поэтому вдруг делает серьезное лицо и даже мимо стреляет. Ползком по балкам юный Альтаир храбро обгоняет злодея и преграждает ему путь. А затем понимает, что если суждено ему выжить сейчас, то трусы нужно сменить потом. Не осадина. Полет лосятины. Я хочу тебя сзадина. Так как Иван Левшай, когда ему было 13 лет, он хорошо прокачался, ему не составило особого труда вытянуть одной рукой здорового мужика. На фоне хренового хромаке херовые герои пытаются пройти испытания с канатами, дабы получить ключик у старца Фура. Жи есть. Ну или как-то так. В итоге киллер выигрывает. Не стоит забывать, с кем он соревновался. Ну и продолжает лезть на крышу, где находится мать Ивана. Зачем он туда вообще лезет? Она ведь просто заложник. Документы на землю подписаны, киллер богат. Он может просто убежать и жрать черную икру, намазанную на Скарлетт Йоханссон. Ну ладно, хотя бы сейчас нам все объяснят. Он лез на крышу, чтобы сказать что и умереть. Сценарист, а ты умен, ты умен. Тебе слишком часто это повторяли родители, и ты поверил. ФСБшники хотят убить малолетку с его матерью, ведь вдруг они в опасности, они взорвут что-нибудь. Стреляйте, пожалуйста, на бане на крыше! Пожалуйста! Отбой! Вертушка, отбой! В общем, в конце этого важного и нужного продолжения бригады, отец Леры, главный ФСБшник страны, говорит Ивану, что Леры ему не видать, как логики в этом фильме, и предлагает вариант, который первым приходит в голову, если посмотреть на Ивана. Он на Филе своем женись. Иван в слезах бежит к своему больше чем другу, потому что ФСБшник сказал, что и в России им жить нельзя. Но голубки не успевают улететь в Америку, так как продюсер перехватывает их в кишке и ведет к машине. У машины Ваньку встречает любовь всей его жизни, посланная самим богом, словно Джульетта для Ромео. Любовь, которая в поэмах, иными словами, очередные бессвязные, немотивированные бредни сценариста. Ты только не волнуйся, все нормально. Он со мной. Ему пора встретиться с отцом. Познакомься. Это твой папа, Саша. Джуди, это я. Собери вещи Алекса. Мы возвращаемся в Россию. The Great School to Learn Great Britain Language of the Alexandrus Nevsky. Hey, other school, I know English, you not know. I fuck you, you bitch. Вот такой он фильм «Бригада 2. Наследник». История о том, как малолетний идиот отдал жизни двух друзей и чуть не погубил мать на фоне убогого хромакея в обмен на бабу и проблемы. Что ж, остается ждать продолжения. До свидания. Братва, не стреляйте друг друга. Вам нечего в жизни делить. За круглым столом позабудьте
все обиды.